Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвард.ua. Сегодня я буду пробовать играть на гритерах. Тут есть Мамора у нас, Пандаман и Жезл Кира. Вот на самом деле сумка Пандамана и гнездо Маморы — это два предмета, которые мне необходимы для этой сборки. Почему они мне необходимы? А давайте сейчас к этому перейдем чуть-чуть позже. Хочу сказать следующее. В конце этого ролика будет небольшой бонус. Я думаю, он многим понравится, но, соответственно, вы мне напишите в комментариях, насколько все-таки этот бонус был прикольным, интересным, и в целом стоит ли такое добавлять. Поэтому, ребят, от вас фидбэк, от меня контент, естественно. И также я хочу сказать следующее. 50 лайков под этим роликом, и я буду снимать Керри Луну через троллей и с реализацией Жезл Киры, либо же сумкой Пандамана. В целом звучит это прикольно, но вот получится ли у меня это сделать, не знаю. Посмотрим. В целом мне сама по себе идея нравится, использовать этот вот Жезл Киры, который дает минус 2 уровня от текущего, потому что, смотрите, вы выходите в 50 монет, берете этот Жезл Киры, получаете минус 2 уровня, получаете там 40 либо же 50% на фигуру первого уровня, и в принципе с троллями можно прикольно ее будет реализовать. И не только с троллями, можно же еще Гримтача поставить, можно поставить Хекс, Вич Доктора. А не, подождите, Вич Доктор, по-моему, 2 монетки стоит. Ай, короче, не ладно. История не об этом сегодня. Сегодня история не об этом. Сегодня мы будем пытаться играть на гритеров. Мы будем сегодня делать контент. Скажем так, я покажу вам одну сборку. Она наработана, но для того, чтобы ее полноценно раскрыть, мне необходимо гнездо Маморы, естественно, Манки Кинг до 10, либо же Антимаг до 10. То есть один из двух этих персонажей мне по-любому нужен. Ну, желательно, конечно, оба. И гнездо Маморы на 10, и чтобы к 19 раунду у меня Антимаг, либо же Манки Кинг был уже в тройку. И, соответственно, губозакаточную машину с болтом на 28, как бы, ну, все в фулл комплекте. То есть без этого, как бы, мы никуда не пойдем дальше. Ничего себе, мне гоблины идут. Сегодня день гоблинов или как? Или как? В общем, что мне понадобится для текущих гритеров? Скажу так, это наработанная сборка. Предметы, конечно, полный сок. Дай боже каждому такие артефакты. Хотя на самом деле не такие уж и плохие артефакты, я что-то сейчас наговариваю. Сначала сказал, потом подумал. Ну, think about. В общем, какие фигуры мне нужны для гритеров? Во-первых, Гримтач. Во-вторых, Doom. В-третьих, Манки Кинг. Либо же Антимаг, как основной керри. В целом даже оба подойдут. Мне нужна бабка по-любому. Бабка-гоблин, которая Snapfire. Ага. 3 охотника, триллион тычек сработало. Чтоб я так на охотниках играл, и чтобы у меня так триллион тычек срабатывало. Прям то, что доктор прописал. Вот. Для чего нужен Гримтач, я думаю, и так всем понятно. Но если вдруг кому-то непонятно, скажу следующее. Это для того, чтобы Doom был массовый. Для чего мне нужен Doom? Ну, для того, чтобы, во-первых, выключать способности моим противникам, но самое главное — это хп реген. хп реген — это, ну, просто то, что бесит нереально. Зачастую у тебя хватает урона, зачастую у тебя хватает всего, но у тебя не хватает перебить этот хп реген своим уроном. Соответственно, Doom мне с этим поможет. А Гримтач, соответственно, сделает так, что у меня Doom будет не на одну фигуру лететь, а на несколько. Ну, естественно, если все звезды на небе сойдутся, и Гримтач закастует как надо свою способность. Поэтому будем держать за него кулачки и надеемся и верим, что все будет четко. Возьму эту жрицу, мало ли она сейчас в двойку ко мне выпадет. И она, кстати, неплохо будет так мне помогать, если она в двойку выпадет со старта. У нее отхил, ну, жесткий. Вот это реализация Лины, видели? Только что Лина кастанула 2 лагуны в одну цель. Вот это вот такая вот реализация. А, ну я понял, я все равно гоблина никак не перебью. Невозможно его перебить, у меня дамага не хватает. Ну ладно, ладно. Опустили, проехали. Так. Что мне еще конкретно надо? Да, ну, в целом, немножечко приправы удачи и все такое. Ну, то, что доктор прописал, короче. Нужно немножечко удачи. Кстати, халявный ролл могу поставить. И я возьму 6-й. Я беру 6-й уровень так рано не просто так. Мне кровь из носа необходима фиолетовая фигура. Хотел сказать, необходим апгрейд. Это что ж такое? Чего у меня сегодня так мысли путаются? В самом деле здесь нет ничего такого, потому что, ну, все мы люди. Бывают такие дни, когда мы... А, понял, тут еще один гритер растет. А, еще и луна в двойку. Да. Не завидую. Конечно же, я не завидую. Ага.
Угу. Чтоб мне сейчас антимаг пришел с Манки Кингом до 10-го. И на 10-м мне гнездо Мамора. И на 19-м у меня уже был бы Манки Кинг в тройку, либо же антимаг в тройку. Но в целом, на самом деле, вот этот вот анонс, который будет балансить реликвии, мне очень интересен. Халявный ролл, разорчик. Так, обузим инчу, по-любому. Это наши денежки. Я теперь в замешательстве. Есть котел. Есть разор. Похоже, гритеры будут меняться сегодня, да? Да, в принципе, мы можем котла оставить, но под гритерами это, конечно, такая плохая тема. Ладно, я не буду этого котла пробовать реализовать. Не буду, не хочу, не буду. Поставлю лучше немного богов. Оу, 2 жрицы. Оу, баф гоблинов на жрицу сработал. Что ж у меня так в горле пересыхает, алю? Точнее, во рту. Ну, или в горле, или во рту. Как правильно? Ну, во рту пересыхает. Ну да. Все, проехали, ребята, проехали. Так, ну неплохо, здесь я вынес. Я поставил богов чисто из-за того, чтобы у меня было немного меньше КД, чем у моих противников. Сюда апгрейд. Опа, сюда. А мне такой подгон нравится. Подход, хотел сказать. Да, в принципе, подход нормально звучит. Мне такой подгон нравится. Не знаю, мне вот хочется хоть раз, чтобы не пришла панда до 10-го раунда адекватная. Я в нее особо не верю, потому что, ну, шанс того, что придет неадекватная фигура, равен, ну, минимуму. Поэтому мне хочется, чтобы хотя бы хоть один разочек, ну, такой маленький разочек до 10-го раунда ко мне пришел Эмбер, либо же Хитрец, и на 10-м мне упадет гнездо Мамора, и я возьму и забузю в тройку эту фигуру. Кстати, 2 раунда подряд мне на жрицу падает гоблинский баф. Серьезно? А так можно было? Я удивлен. У меня даже какой-никакой, ну, сейчас такой винстрик, походу, будет. Медуза. Ничего себе. Не, такой нам нравится. Такой нам по-любому нравится. Марси мы пока что оставим. Марси явно лишний не будет. Соберется в двойку, дай бог. Соберется в двойку. Она с гритерами будет со старта нормально так наваливать. Особенно если мне... ну, конечно, вот этот вот охотник, который сейчас сидит в 6 позиций, меня вынесет при любых обстоятельствах. Ну, единственное, если у меня будет куча двоек, но в любом случае меня этот охотник сможет легко перебить. Там миллион тычек сработает, как обычно. Но это же мой противник, конечно. У него тычки будут срабатывать так, на одном дыхании. Там, кстати, гритер огромный. Я только сейчас заметил то, что там реально гритер огромный. У него Лина в двойку. Это опасно. Лина в двойку со старта плюс гритеры — это проблема. Еще какая проблема? У него, кстати, винстрик. Ну, сейчас посмотрим. Я хочу посмотреть на это омега-раунд. Ну, вроде бы как и должен здесь затащить. Вроде бы как. У меня Грангераль превратился в Драгонайта. В дракончика. Подражает Драгонайту. На нем баф Грангеральда, поэтому, по сути, окей. А, он там маг. Ну, маг. Опа. Дай бог сейчас на 10-м раунде мне упадет антимаг. Дай бог. Кстати, в предыдущем ролике я говорил, что можно немного заобузить гнездо Мамора. И для этого вам необходимо на 10-м раунде сразу это гнездо выставить и сразу засунуть туда фигуру. Чтобы у вас, возможно, заобузилось гнездо Мамора. То есть, смотрите, 10-й раунд закончится, +1 будет. И начнется 11-й раунд, и, возможно, еще +1 будет. То есть, это работает как-то так. На самом деле, на бумаге это звучит некорректно, но я думаю, это все-таки баг. Потому что вы со старта можете... Ну, вот у вас 11 раунд начнется, у вас уже будет +2. Хотя должно быть +1 максимум. А тут будет +2. Короче, я считаю, это баг. Так, давай, гнездо Мамора. Гнездо Мамора. Так, сюда. Не успел. Ой. Ладно. Грангеральда я продам. А Марси я апгрейдну через яйцо. Она лишней не будет.
Короче, провтыкал я немного этот момент. Слишком много лишних действий сделал. Сделал бы немного действий поменьше, я бы 100% смог бы реализовать гнездо Маморы. Абуз гнезда Маморы. Не, ну в принципе клевер неплохо. В принципе клевер это неплохо. Пойдет. Баф гоблинов на Марсе. Неплохо, неплохо. Какой-то, конечно, шальной башер ко мне прилетел, но это бред. В принципе, не опасно. В принципе, не опасно. Опасно то, что я взял, забакопорил себе апгрейд. Ничего себе. Жрец этот, кстати... Так, так, ты еще гнездо не выставил, окей. Ты тоже гнездо не выставил, окей. И 4-й персонаж. Что ты себе туда засунул? ТБ? Интересно. А вот это, конечно, реально интересно. Он засунул туда Террорблейда. Интересно, что это будет. Необычно. Кстати, ой-ой-ой, Гритер. Ну тут я по-любому откисаю. Слишком много двоек у него. Слишком много двоек у него. Да. Два Фариона еще наспамила куча своих пеньков, поэтому да. Обидно. Обидно то, что я отдал тебе винстрик. Боже, мне столько фиолетовых фигур сыпет, но нужных фигур не сыпет от слова совсем. Ну, кстати, Вайпер, я думаю, мне пригодится. Мне Вайпер пригодится, потому что это контрпик Гритеру. И если мне упадет взгляд Азеса, я закидываю этот взгляд Азеса в Вайпера, и у этого Вайпера будет... Точнее, у моих противников будет там скорости атаки, как кот наплакал. Лундрида, может быть, взять. Чисто на сумонах. Мишка придет, тот придет. Я думаю, да. А рыжего лиса я скипну. Да, оставим пока что Вайпера. Вайпер мне будет необходим. Так вот, почему я говорю, что это контрпик Гритером? Хотя я уже объяснил, но все равно. Закидывайте взгляд Азеса, у вас Вайпер в тройку, вас начинает бить Гритер, и у него скорость атаки там чуть ли не 5-6 секунд. Если что, дебафы работают. Ну, дебафы на замедление скорости атаки на Гритер работают. Хотя это абсурдно звучит. Но это в действительности так. Это работает. О, бабка. Отлично. 14 раунд, у меня же бабка в двойку. Замечательно. Так, тут ТБ1 из 9, меня это радует. Замечательно. А вот 9 убийц меня не радует от слова совсем. Плохо. Плохо. Мне еще не нравится, что там второй Гритер, у него винстрик. Хотя я думаю, ему охотник собьет винстрик. Вот у меня есть жесткое подозрение, что охотник его разорвет. Если он отдаст... А, Марси. Ой, Марси. Антимаг, да? Угу. Ну, спасибо, хотя бы корни сработали. Нет. Возвратка была в Луне. Я, походу, откис. Да, невозможно попасть, поэтому я откис. Короче, там в Луне была возвратка, и она не активировалась до последнего. Если бы вдруг я на антимага... Короче, если бы у меня Марси сразу активировала свою способность, и она била антимага, то она бы своей АОЕ способностью бы 100% бы активировала Луне эту медальку. Но так как она далеко стояла, эта медалька не активировалась. И плюс у меня Марси сразу атаковать своей способностью не начала. Обидно. Я, в принципе, сейчас уже в 50 монет выйду, я могу ролиться. Но хотя на самом деле мне нужен где-то 8 уровень. Вот 8 уровень мне нужен на гритерах. Потому что, смотрите, мне нужен Гримтач, Дум, Манки Кинг, Антимаг, это уже 4 персонажа. Гоблин, ну, бабка, 5. Жрец, Орк у меня есть, это 6. А кто мне еще нужен? А, ну Гритер 7, естественно, я как-то за него забыл. Забыть за Гритера. Гениально. Давай, молнии. А, Гримтач. 8. Возьму Рок Войны. Рок Войны возьму, потому что у меня есть Орк-жрец. Чисто из-за этого я беру Рок Войны. Так как под Рогом Войны у меня будет все призывные существа разваливать, будь здоров.
Я так понимаю, бабка в развитии остановилась. Это плохо. Так, началась, сейчас будет ничья. Это плохо. И еще одна плохая ситуация. Там чел делает себе богов-жрецов через орка-жреца в тройку. Меня это не радует совсем. Это плохие новости. Максимально плохие. 5 из 9. Я держу сейчас так кулачки. Держу кулачки на то, что мне сейчас придет эта бабка в тройку рано, на 19 раунде. Молю. Молю, бабка, приди на 19 раунде. Принеси мне своих вкусных пирожков, пожалуйста. Snapdragon. Какой Snapdragon? Snapfire. Ее же в доте Snapfire зовут, вот. Принеси вкусных пирожочков. Мне не кровь из носа необходимо. Вот, видите? Не зря я на орка жреца все-таки накинул урок войны. Но тут я, кстати, к сожалению, ничего не смогу сделать. Да, пробить не смог. Не смог перебить его отхил. Ну ничего страшного. Это хорошо. 5 из 9 у бабки. 5 из 9 у бабки. Плохо. Очень плохо. Мне надо, чтобы еще этот орг-жрец, кстати, собрался в двойку. Как только он соберется в двойку у меня будет... Ну, будет огромная надежда на то, что будет суммониться нужные персонажи. А будут суммониться нужные персонажи, все будет протягут. Вот, отличненько. Так, кто ко мне пришел? Так, бог-орк с думом. Но на дума мне пока что плевать, отхила у меня в любом случае нету. А так как он мне накинул дум сейчас чисто так, чтобы подамажить, то это бред. Отхила у меня в любом случае, я же говорю, нет. Поэтому не боюсь. В этом нет даже никакого смысла. Плевать я хотел на этот дум. С высокой колокольни. А, я не смогу перебить, да? Или смогу перебить? Нормально. Да, жрица света, конечно, шикарно хилит. Да, там бог-жрец. То, что я и предсказывал. Да я Ванга. Ребят, записывайтесь на... Боже, 5 из 9. Эх, надежда умирает последней. Судя по всему, рано у меня... Спорим? Ему придет за 9 раундов сейчас. Ну, у него сейчас там 2 из 9, но за 9 раундов кому придет антимаг в тройку. За 9 раундов. Потому что... Что? Потому что он против меня играет. Ну, это закон подлости. Он играет против меня, соответственно, что? Ему будет вести, а мне, ну, так себе. Если что, не ною. А то сейчас мало ли кто-то подумает, что я ною. Я сарказмом говорю. А вообще плевать. Считайте, что я ною. Хнык-хнык. Опа. Блин, если бы сейчас банили, он, по-моему, не закастовал. Ой, не закастовал. Если бы он сейчас не заюзал свои баночки, то я бы его, скорее всего, снес. Ну? 6 из 9, по-царски. 6 из 9. На самом деле, некоторые уже на 19 раунде себе достают антимага там в тройку, Манки Кинга в тройку. Вот то, что у топ-1 там антимаг есть, это плохо. Ну, как... Чего? Три из 9, отлично. Надеюсь, ты очень долго будешь сидеть с антимагом в тройку. Чтобы он тебя там к раунду так 35-му вывалился в тройку. Не раньше. Хоть кто-то пострадает вместе со мной, а не я один. А то по закону подлости зачастую я один страдаю. Жалко, не вынесу. Как жалко, не вынесу. Может, у меня получится этого гритера вынести? Дай бог. Вынесу этого гритера, получу такой кэш. Ну, кстати, мне нету особого смысла, наверное, брать 8 сейчас. Во-первых, мобы. Во-вторых, мне особо сейчас кого-то ставить нету. Поэтому, знаете, как я сделаю? Я, наверное, на 8 буду ролиться. Но бог-жрец с импреской — это, конечно, серьезное заявление. Не нравится мне, что у него антимаг там есть. Очень не нравится.
А, кстати, где мой Манки Кинг? Где мой АМ? Съели, схавали. Понимаю. Понимал. Так, ну что, у меня бабка... А какие шансы на то, что у меня бабка сейчас выросла немножко? У меня скудные шансы. Скудные шансы на то, что она выросла. Очень скудные. Так, сумку я юзаю и буду ролиться. Так, отлично, за одну монетку сейчас купил. У-у-у, наныл. 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 Скоро. Скоро мое сверхсекретное супероружие вырастет. Совершенно скоро. Лина в тройку. Это проблема. Лина в тройку может спокойно вынести бабку. Я, кстати, наверное, предмет переделаю, потому что мне нужно вот это вот плащ-пальто. Мне нужно это плащ-пальто, чтобы у меня было хоть какое-то магическое сопротивление, потому что там Лина в тройку, она может ваншотнуть как мою бабку, так и кого угодно, в принципе. Поэтому плащ-пальто мне необходимо. И не знаю, собирать себе Лину в тройку или не собирать себе Лину в тройку. В принципе, под Гриттермер она в действительности неплохо себя будет чувствовать. Во-первых, нюк, который может сильно ударить. Во-вторых, у меня же будет Гримтач. В-третьих, у меня будет Дум. И все это как бы вместе вот так вот зафаршировано. Это будет, ну, ничего себе так-то, ну, так-то, ну, так. Давай, 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 долбась, долбась, долбась его. Так, отлично. Убийцу снес. Замечательно, прекрасно. Лучше не бывает. Ну, блин, пока что Лина идет. Так, а ну-ка. Ага, понял. Забудил инчу. Яичко. Честно? Мне ни Марси, ни Лондруид не нужен. А ты вырастешь сегодня, бабка? Давай. Один раунд. На 22-м. Пожалуйста. Молю. Ноги целовать буду. Давай, расти. Да ну заканчивайте его там свой раунд, боги-жрецы. Ничья. Понял. Бабка, давай, 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 давай. Чтоб ты еще столько же лет прожила, бабка. Чтоб ты еще столько же лет прожила. Крепкого тебе здоровья. Хорошо, что не я один такой лох. Там еще чел, который играет на гриттерах, точно такой же, как я. Такой же везунчик, хотел сказать. Это уникально. Так, опять этот охотник. Опять у меня сейчас... А не. Давай, антимаг. Души. Обидно, конечно, что этот антимаг все равно задушил. Отлично. Мне нравится. Обидно, что антимаг вырос немножко не из того жреца. А мне уже это нравится. А ну-ка вот так вот сделаем. Бабка, вырасти ты уже, ну надоело уже. О, плюс 2 монетки, можно паролиться. 23 раунд. 23 раунд, и мое сверхсекретное супероружие выросло. Ну, кстати, мне Марси не особо нужна. Почему? Потому что, ну... У меня будет Манки Кинг. Я на мгновение задумался о том, что продавать мне Лину или нет, но я в итоге продал ее. Ну-ка посмотрим. Ошибка ли это керить бабку или не ошибка под гриттерами? Ну-ка, ну-ка. Так, это боги-жрецы, я их особо не опасаюсь. Так, ну-ка, бабка. Ничего себе она там накидывает. А мне уже нравится. Я не ожидал, что она такой пулеметик. Единственное, чего я вот опасаюсь, это вот там чел есть, который играет... Опа, сюда. Марси, прости, прощай. Очень печально то, что мы с тобой распрощались, но мне плевать. Кстати, яйцо, наверное, ворка-жреца юзну. Мне, конечно, бы не особо хотелось тратить сейчас яйцо, потому что у меня есть Манки Кинг, у меня есть антимаг, и лучше бы эти два яйца я оставил на них двоих. Но мне нужно усиление здесь и сейчас.
Манки Кинга, кстати, наверное, я ошибочно сейчас скипаю, но я думаю, лучше пока что так сделать. Вот у меня чуйка в душе, что лучше пока что так сделать. И я антимага поставлю, на всякий случай. Ну-ка, давай, антимаг сдыхай, орк-жрец, сумонь. Давай, 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 антимаг сдох, отлично, станчик е... Какой гритер, ты? Полоумный. Какой гритер? Сумой нормального, адекватного персонажа. Быстро. Антимага, давай. Опять гритера засу. Ты издеваешься? Я, конечно, выиграл раунд. Но они надо мной издеваются. Это заговор. Да елки ты моталки. Где мой гритер? Где мой Манки Кинг? Гритер. Оговорочка по Фрейду. Блин, мне нравится бабка. Не, на самом деле, если довольно-таки рано бабка приходит в троку, то получается это имба. Плюс у меня есть предмет первого тира, который дает минус броню. Будет еще и дезолятор, то у меня будет минус 18 брони стычки. Это только стычки. А там же сколько тычек с этой пушки выходит? Там, по-моему, 15 тычек выходит. На самом деле не особо понятно, сколько там тычек выходит. Поэтому напишите в комментариях, сколько там тычек выходит все-таки из этой бабки. Если там, ну, судя по всему, там много тычек, и вот каждая тычка дает минус 2 брони. Вы прикиньте, у вас дезолятор, у вас первый предмет первого тира, вот это вот все вместе, так это же дичайшая дичь получается. Вот такое мне нравится. Можно так всегда будет? Пожалуйста. Что нужно сделать для того, чтобы мне всегда так приходило? Вот за один раунд мне сразу персонаж нужный в двойку приходит. Чисто под заказик так. Дезолятор. Мне уже нравится. Вот 9 эльфов мне не нравится. Знаете, почему мне 9 эльфов не нравится? Я думаю, прекрасно знаете. Что вам буду объяснять. Из-за того, что у меня нет МКБ. А еще мне не нравится то, что там есть воин 9. Это прям... Хо-хо-хо! Так там у чела 17 винстрик, прикиньте. 17 винстрик. Мне, кстати, тайт не особо нужен, потому что против меня будет гритер. Почти вайпер в троечку. Ну как почти? Еще 3 вайпера надо найти, поэтому не почти, а даже и не близко. Скажем так, стакан наполовину полон, нежели пуст. Так, давай сумму. Ну ладно, жрица тоже пойдет. Это бог-жрец был. На секундочку, это был бог-жрец. Миньор. Так, бог-жрец вылетел. С жрецом в троечку. Нужен ли мне Хускара в тройку? Нужен ли мне Хускара в тройку? Вообще нет. Вообще не нужен. Зато идет он, будь здоров. У меня будет вайпер вместо Хускара. Да у меня, в принципе, куча пассивочных героев. Подчивочных, хотел сказать. Подчивочных. Предмет третьего тира. Но я, в принципе, не отказался от Хайперстона. Но мне нужен предмет четвертого тира. Почему мне нужен предмет четвертого тира? Это из-за того, что там есть эльфы. Вот они сейчас ко мне пришли. И эльфов я сейчас не смогу никак вынести. Спасибо, Дум. Спасибо. Мне еще антимаг разорвал. Мне нужно срочно МКБ. О, 2 винстрика сбили. Вот этому молодому человеку, который топ-1 держал, сбили винстрик 17. И мне сбили винстрик. Вот его винстрик я хотел забрать. Но меня опередили, к сожалению. Ладно, потерпим. Потерпим. Я очень хочу найти МКБ. Не найду МКБ, мне разорвут задницу. У меня такая черная дыра... Такая черная дыра откроется, если я не найду МКБ. Это убийца.
А, вот как тебя вынесли. А у меня только что такая в голове незадача. Каким образом убийца вынес топ-1? А теперь я понял. Там челик нашел Battle Fury у Рыжего Лиса. И, соответственно, там парочку критов сработало, и весь стол этого гритера снесся. Просто без единого шанса. Если там он еще и наспамил кучу... Ну ладно, в любом случае, ко мне топ-1 давно не приходило слово совсем, потому что его уже 2 раза вынесли. О, молодой, у тебя 5 из 9 на антимаге. Я не могу этому не радоваться. Боже, боже, я, похоже, чувака сглазил. Я, похоже, чувака сглазил. Сказать, что я как бы недоволен этим, то я доволен еще и как. А вот нечего абузить антимага. Нечего абузить антимага. Видишь, даже я не абузил антимага. Я бабку забузил. А то вот это вот расплодились люди, которые там абузят антимагов своих, манки-кингов. Поэтому, в принципе, сгладил и молодец. И молодец. Однозначно молодец. Я, кстати, не знаю, смогу ли я пробить этого воина. По идее, моя бабка должна его пробить. Но только... Не сдохну ли я раньше? Да по идее не должен. У меня 19... Сколько? Минус 18 брони стычки. Что? Во-первых, я удивлен тому, что я вынес воина. Ну там, в принципе, и понятно, как я его вынес. Из-за того, что у меня тычка дает минус 18 брони, это первое. А второе, это из-за того, что сама способность бабки дает минус броню. Но больше всего удивлен тому, что Battle Fury упасть с кого-то, что? Блин, мне орк-жрец так хорошо идет. Я аж немножечко так имею сомнения, правда ли это? Правда ли мне, что так идет орк-жрец? Это жестко. Battle Fury... Я почему так удивлен, почему мне Battle Fury упала? Мне ни разу за игры, вот ни разу в этом патче мне не падал фиолетовый предмет с кого-то. А тут мне упал целый Battle Fury. Обычно мне падали части предметов, но не целый предмет. А тут целый предмет Battle Fury. Обалдеть. Так, что, давай гнездо Маморы. Давай гнездо Маморы, я сейчас заобузю себе... кого? Антимага. Не, ну Зевс мне не нужен. Давайте будем откровенны, Зевс мне не нужен. Я, наверное, кстати, Гримтача скип. Возьму метаморфозу, чтобы восстановить себе как можно больше хп. Так. Предмет 4-го тира надо попробовать найти. Со слезами на глазах расстаюсь с клевером. Не приходит мне сейчас МКБ, судя по всему, да? Ну-ка давай, испытаем удачу. Ну да, ну. Ладно, окей. Ничего страшного, ничего страшного. Так, смотрим. Будем абузить по полной метаморфозу. Если меня сейчас выносят, то, естественно, метаморфозу мы не юзаем. Не выносят, мы юзаем. Так, у меня антимаг появился от этого убогого орка. А, ну... В моей форме была, поэтому у меня бабка просто в никуда свои пули накидала. Блин! Давай. Да какой манки... Ну ладно, давай. Давай. Я сейчас себе... О, отлично. Вайпер в троечку. Вайпер в тройку — это то, что доктор прописал. Давай. Ну, жрица, ну. Точнее, жрец. Ладно, я бы Гримтача в тройку бы собрал. Но я думаю, Гритер в тройку будет намного эффективнее. Думаю, намного будет эффективнее.
Ёлки-моталки, он уже себе Эма в тройку нашел. Бабка, давай, 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 накидывай, 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 накидывай. Блин, у меня все равно вынес. Давай. Обидно. Обидненько. Я не хочу яйца тратить сейчас на гритера. Я подожду. Я не хочу яйца тратить, потому что я думаю, все прекрасно знают, что не дай бог сейчас ко мне придет яйцо. Я, соответственно, яйцо апну в Т2, апну этого орка-жреца в Т2, соберу вот эти вот воедино вот этот пазл. Орк-жрец плюс яйцо Т2. И получится у меня орк-жрец в тройку. А, соответственно, будет орк-жрец в тройку. То у моих противников будут огромные проблемы. Прям шикарные проблемы. Ну, кстати, ко мне сейчас там антимаг пришел. Это... Значит, ну, я как-то так сделаю расстановку. Так, опять охотник. Так, в бабку я закинул кольцо не просто так, потому что вот так вот, смотрите, расстрел чисто. Ра-т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 а. Еще и дум снайпера. Ну, чтоб не расслаблялся. Опа, -1. Охотник откис. Я ни капли не злорадствую. Давай, ну, орк, жрец, давай. Чтоб ты долго жил. Чтоб ты долго жил. Так, это эльф. Да, антимаг не имба, просто взял только что нас, ну, антимагом в тройку взорвал себе эльфу. Все потому, что он там у иллюзий высасывал ману, и все, и взрывал всех и вся. Ну что ж, печально, ну да ладно. Грустинка, вот такой, знаете, слеза по глазу. Боже, 34 раунда. Давай на 35-м раунде ко мне придет МКБ. Прикиньте, прикиньте, мне не упал, точнее, я не юзнул реликвию. Рискнул и получил МКБ. А за реликвию я реально забыл. Из-за того, что 3-4 раунда подряд проигрывал, я за реликвию реально забыл. Это ошибка, огромная ошибка. Ну давай, сейчас выноси. Давай, манкикин. Бам, палкой. Еще палочкой. Еще. Между глаз. Отлично. Фух. Но то, что меня там выносит иллюзионист хренов, это меня бесит. Ну приди. Давайте поможете мне найти орка-жреца. Помогите найти орка-жреца. Нету МКБ, и эльф дает мне проблемы. Создает мне проблемы. А, подождите, у меня есть МКБ, но мне нужно еще одно МКБ. Мне нужно еще одно МКБ. Для кого? Верно, для Манки Кинга. Кстати, не ошибка ли я то, что предмет первого тира скипнул? По идее, ну, не особо-то и ошибка, но на самом деле оно так ощутимо. Я один предмет вот этот на минус броню убрал, и теперь не настолько мощно получается. И, кстати, кулончики на всякий случай пока что оставлю. Хотя он, наверное, будет... Опа. 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 Я думаю взять МКБ. БКБ, конечно, круто, но МКБ будет намного эффективнее. Да. Во-первых, почему я считаю, что МКБ будет намного эффективнее? Во-первых, это гарантия того, что я буду 100% попадать по своему противнику. Второй момент. У меня два персонажа будет под МКБ. У меня будет бабка с МКБ, которая будет давать минус броню и будет 100% попадать. И у меня будет Манки Кинг, который будет своей палкой чисто по горбу так. Ну, нормально будет, короче. Будет сейчас заниматься обучением своих противников. Единственное, что мне не нравится, это то, что там антимаг в тройку. Вот с антимагом у меня будут жесткие проблемы. Во-первых, обезоружь на него не работает. Кстати, обезоружь тут тоже не будет особо работать, потому что тут есть тренд. Видите, на тренда юзнулся сейчас обезоружь. Давай, кидай палку. Еще. Наказывай его. Наказывай. Еще. Бэм. Бэм. Вот чтоб тебе... Вот долго, чтоб ты просто, ну, почувствовал на себе, каково это, да?
Кстати, Винстрик сбил. Успел разблокировать. Давай. Ну. А вот если я сейчас получу минус 30 в табло? А, ну я хпшку себе потихоньку восстанавливаю, судя по всему. Так, здесь, это значит он... А, ну отлично. Отлично. По идее, вражеский антимаг не должен мне ничего сделать. По идее. По идее, по идее. Ну да, по идее, вражеский антимаг мне сейчас ничего не сделает. Во-первых, вражеский антимаг сейчас будет бить вайпера. Все, как я и планировал. Да боже, я гений! Сам себя не похвалишь? Никто не похвалит. Отлично. У меня сейчас... Больше всего меня сейчас греет душу то, что у меня будет сейчас орк-жрец в 3 звезды. Ой-ой-ой. А что такое? Смотри. Пам. Ой, палочкой по горбу. Ой. Ой, больно, да? Ой-ой-ой. А что со скоростью атаки? Ой, а скорости атаки нету. Ой, незадача. Ой, незадача. На самом деле он мне почти вынес. Но, как мы знаем, почти не считается. Я его вынес. Получил плюс 1 хп, но я его вынес. А теперь у меня есть орк-жрец в 3 звезды. Знаете, чего мне не хватает? Мне не хватает взгляда Зеса. Не хватает взгляда Зеса, чтобы у них была скорость атаки, как... Не знаю. Вот как у кого скорость атаки? Как этот мультик называется? Там, где кролик полицейский, исследователь лис. Не помню, как это... Зверополис. О, сказал лис и вспомнил. Короче, как из Зверополиса вот этот вот был... Чего вот этот Блиц, скорость без границ. Как же его зовут? Вот теперь его вспомнить не смогу, походу. Так, сейчас быстренько меняем позицию. Хе. Надурили дурака на 4 кулака. Ха. Ой, а что такое? Ой, антимага в тройку засумонил. Какая беда. На самом деле у меня сейчас жесткие сумоны. Еще и хпшку восстановил. Плюс 3 хп. Ну, пойдет. На самом деле у меня сейчас жесткие суммоны из-за того, что у меня есть рог войны. С рогом войны я чувствую себя увереннее на 500%. Сейчас делаем, знаете, такие обманные маневры в расстановке, чтобы чел ничего не заподозрил. А то мало ли он сейчас антимага как надо поставит, и он мне табло снесет. А кто у него керри? Я не понял. Лина, походу, у него керри. Потому что в антимаге всего лишь есть Кираса. Оп, оп, опа, рокировочка. А, у него ж Манки Кинг есть, точно. Я забыл за Манки Кинга вообще. Бэм, бэм. Мой МК оказался сильнее. Как же это греет душу. Чисто 8 хп себе восстановил. Или 6. 8 или 6 хп, по-моему. По-моему, 6 хп восстановил. В самом деле он сейчас мне может жестко вынести. Ну да, он меня сейчас жестко может вынести. Ну да, там МК такой, заряженный. Но на самом деле у него антимаг жесткий. Почему он антимага не ставит? А, ну, логично почему. Логично почему. Сам дурак сам ответил на свой вопрос. Хотя нет, давайте так. Напишите в комментариях сами, почему он не керрит сейчас антимага, но он у него в 3 звезды. Почему он керрит Манки Кинга? Вы ответите на этот вопрос в комментариях. Я хочу хоть раз попробовать на 10-м раунде получить Манки Кинга в 3 звезды и сделать его под керри-гритерами. Я думаю, это ж обалдеть как мощно. Можешь попробовать предмет 4-го тира найти. А без оружия все равно не работает. О, мастерская бума. Отлично. Прям под заказ. Давай разберем парочку предметов. Вот это, вот так вот сделаем. Давай. Я возьму Аганим. Я возьму Аганим и закину его в Манки Кинга. Не просто так я это делаю. У Манки Кинга тогда будет 3 удара для того, чтобы юзнуть свою палку.
А раз он будет юзать свою палку, то, соответственно, что он будет делать? Правильно, он будет ее кидать прямо между глаз. Почему такие предметы у него? Да у него предметы вообще шикарные. Так, обузим инчу. Ладно, не обузим инчу. Так, делаем такую, знаете, фантомную расстановку немного. Все, отлично. Я сделал такую расстановку, потому что он спрятал своего антимага. Все-таки не зря я закинул Аганим Манки Кинга. Вы видели, какая палка там была? 13 тысяч урона молодой накинул. 13 тысяч! А еще взял короля третьего. Осталось немножко, я возьму себе ферзя обратно. Чисто какой хитрый, а? Керит Манки Кинга, но закинул плащ-пальто в АЭМа, чтобы я не понял, кого он керит. Хотя на самом деле я сам дурак, надо было взять, прочекать, кого он там керит в целом. То есть просто зайти на его стол, открыть инвентарь и посмотреть, какие мейн-предметы находятся в Манки Кинге. И дабы я точно знал, кого он керит. Но в целом мне понравилось. Прикольно было. И теперь я могу сказать следующее. Если бабка падает до 10 раунда, вам падает гнездо Мамора и не падает там антимаг, либо же Манкикин, то, соответственно, закидываете бабку в гнездо Маморы, апаете ее в 3 звезды, закидываете предметы на минус армор, на ману и выносите все и вся. Проблемы все-таки так же самое остается. Это антимаг, который, не дай бог, присосется к этой бабке. А то он любит присосаться к тем людям, у которых есть мана. Так вот, не дай бог присосется к бабке, и не дай бог появится эльф, как мы поняли. Ну, еще, я так понимаю, охотник проблематичный, потому что если есть Муэрта, то бабка начнет бить в эту форму до конца своих времен, просто пока от старости там не откиснет. Ах. Ну, короче, вы все сами видели, в принципе, какие проблемы у нее есть. И, кстати, если есть дезолятор и предмет, который минус армор первого тира дает, то воинов переживаешь, будь здоров. Я на самом деле думал, то, что бабка не переживет воинов. А у нее же ее способность дает минус армор. Плюс у меня 2 предмета на минус армор было. А и, в принципе, вы все прекрасно сами видели. Я могу, скажем так, размусоливать это так на 1000 лет вперед. Но катка была добротная. Наказал челика, который обузил антимага. Наказал. Так что, в принципе, ребят, что думаете по поводу этой катки, вы напишите в комментариях. И я хочу напомнить, 50 лайков под этим роликом, и я буду керить Керри Луну. Я думаю, это будет интересно и довольно-таки необычно, смотря по текущей мете. Всем спасибо за просмотр. Не забываем оставлять свои комментарии, лайки, а также подписаться на мои каналы на YouTube и Telegram. Telegram закреплен в комментариях. Всем удачи. Всем привет, вы на канале GvardUA. Это моя вторая игра в этом году, и я, соответственно, хочу попробовать отснять гритеров. И посмотрим, насколько у меня удачно это получится. Надеюсь, бог рандома мне улыбнется в этой каточке. Ладно, первый блин комом. Ну, что я ожидал, в принципе? Ну, что я ожидал? Кто бы сомневался? Да. Ну да, 1 хп и, естественно. Да. Не, ну это уже кринж какой-то просто. Ой, да ну в баню этих гритеров, а? Ну это просто какой-то... Ну что это такое? Что это такое? Фу.